Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Баран, Джихан и Ферат мило беседуют, Дилан и Гуль говорят, что они выглядят очень красиво. Господин Кудрет выражает свое счастье так, как будто он впервые стал отцом, говоря: «Я ни на земле, ни на небе». Поняв, что Гуль и Дилан говорили о них, Баран спрашивает: «Ты нас дразнил?» Когда Дилан говорит: «Ты такой милый, что все время смеялся», Баран упрямится, говоря: «Я не смеялся». Говоря: «Я смеялся». В этот момент Баран получает сообщение на свой телефон, и его лицо падает. Когда Харун приходит в магазин, он видит лежащую на земле Ясмин и игнорирует это, думая, что это все еще шутка. Когда он понимает, что ситуация серьезная, он паникует и мчится в больницу. Тем временем Джевдет и Цеврии ищут колыбельку для своего малыша. Харун звонит Джевдету и сообщает, что отвез его в больницу, где отравили Ясмин. Несмотря на то, что Джевдету с трудом удается убедить Цеврии, он выходит из дома и идет один. Отец Джавахира противостоит ему и дает ему пощечину, говоря: «Кто ты такой, кем ты себя возомнил, чтобы бросить вызов Барану Карабею?» Его отец Джавахир в последний раз говорит вам: «Не противопоставляйте меня Барану Карабею, иначе я накажу вас собственными руками», и уходит. Джавахир ругает мужчин и разгоняет их, потому что не может ничего сказать отцу. Хасан приходит на кухню, просит о чем-то Гизема и злится, когда Гизем игнорирует его. Тем временем приходит госпожа Кадер и говорит, что у господина Барана строгие инструкции: «Отныне в особняке вас обслуживать не будут, берите все, что хотите сами». Хасан очень расстроен этой ситуацией. Акиф приходит в особняк, и пока они с Бараном идут в кабинет, за ним приходит Дилан и спрашивает, заточен ли он. Баран отмахивается, считая, что просто собирается поговорить. После того, что сделал Акиф Баран, он злится на него, говоря: «Почему ты совершаешь набеги и совершаешь опасные поступки?» Когда Баран говорит, что я защищу себя, Акиф говорит: «Оставь это дело нам, я не могу позволить тебе подвергнуть себя опасности, если ты что-то знаешь, скажи нам». Баран очень злится и говорит, что этот человек причинил боль моей семье и близким, на этот раз я не позволю ему уйти, не говори мне снова остановиться. Когда Дилан спрашивает, о чем она и Акиф говорили, пока спали с Диланом, Дилан ей не верит, и Баран вынужден сказать правду. Дилан очень напуган и задается вопросом, не задумал ли Джавахир снова что-нибудь плохое. Баран меняет тему и говорит, что фильм, который он так хотел, вышел в кинотеатры, и Дилан очень рад. Они приносят Ясмин домой из больницы, и когда Харун продолжает жаловаться, что очень зол на себя, Ясмин говорит: «Не волнуйся, со мной все в порядке, это моя вина». Когда Ферат говорит Гулю: «Я скучаю по тебе», Гуль реагирует так же и говорит: «Я не хочу снова оставаться один в этой комнате». Он говорит Ферату Гулю: «Я очень счастлив, я впервые чувствую себя принадлежащим этому особняку, у меня за спиной семья, подобное горе, я чувствую, что могу свернуть горы». Когда Харун оборачивается и злится на себя, Ясмин говорит: «Это и моя вина, если бы я не солгала тебе раньше, этого бы не произошло». Пока Ферат сидит один у бассейна, господин Кудрет приходит и спрашивает: «Разве ты не должен слушать, что ты здесь делаешь?» Ферат отвечает: «Я в порядке, я просто вышел подышать воздухом». Господин Кудрет садится рядом с Фератом и говорит: «С того дня мы не могли поговорить с вами наедине. На самом деле я намеревался это сделать, но если вы не готовы, — говорит Ферат, — вы правы, я закрылся для всех». Когда господин Кудрет говорит, что он хотел бы, чтобы все было по-другому, Ферат говорит, что тем, кто заставил нас пережить это, должно быть стыдно. Господин Кудрет говорит: «Я тоже немного виноват в этом. Если бы я только был немного осторожнее и не позволил им делать это зло и позаботился о моем ребенке, мне очень жаль, сынок». Ферат говорит: «Не говори так, в чем твоя вина? Откуда ты знал, что они сделают такое? Ты был для меня отцом больше, чем человек, которого я считал своим отцом».
Я всю жизнь пыталась заставить этого человека полюбить меня, я не сделала ни одного зла, он говорит, что я из-за него чуть не убила родного брата, лишь бы добиться его расположения. Господин Кудрет, вчера, давайте двинемся дальше. Пока вы лежали в больнице, я очень боялась, что потеряю вас во второй раз. Не успели мы встретиться, прежде чем я смог вас обнять, прежде чем я смог вас услышать. Скажи, детка, она плачет, что бы я делала, как бы я жила. Когда отец говорит «я с тобой» в целости и сохранности, без Ферата, господин Кудрет обнимает Ферата и плачет, говоря «отныне мы никогда не будем разлучены, мой Ферат, мой сын». Пока Дилан спит, Берон гладит его по волосам и будет его. Дилан говорит, что я не хочу просыпаться, если не увижу тебя, когда проснусь. Баран говорит, что у меня плохой день, если я не слышу твоего голоса и не вижу блеска твоих глаз, но ты должен немного послушать, мне нужно выйти сейчас, я поговорю с отцом. Дилан говорит, посмотри, не случилось ли что-нибудь в этот час, Берон, не пугай меня, ты снова что-то от меня скрываешь. Баран говорит, не волнуйся, бояться нечего, не забудь успокоиться и подготовиться, так как я не сделаю ничего, что подвергнет себя опасности, я купил билеты. Дилан взволнованно встает, думая, мы собираемся пойти в кино. Берон внезапно целует ее в щеку, говоря, не забывай, что ты беременна, будь осторожна. Мы не сможем приехать и воссоединиться с могилой Гэжи Ферат Айтон. Если бы мы знали правду с самого начала, все было бы совсем по-другому. Я знаю, что ты любил меня, ты не разлучил бы меня ни с Бараном, ни с Джихан, но она всегда переживала и плакала, потому что ее не было. Харун приходит к Ясмин с букетом цветов в руке. Когда Харун спрашивает, как прошла ночь, Ясмин отвечает, что сыворотка мне понравилась, и ты хорошо обо мне позаботился, теперь я могу приходить на работу. Харун злится и просит одобрения у Цеврии, конечно, не волнуйся, я тебя не оставлю. Но если вы действительно хотите помочь, вы можете определиться с меню, говорит он. Пока Джихан, господин Ферат и Кудрет находятся в кабинете, приходит Баран и говорит Джихану «Доброе утро, брат». Когда Ферат собирается сказать «Доброе утро, дядя», он делает паузу и говорит «брат». Баран рассказывает, что он узнал, что Джавахир поставил рядом с собой человека и что он подумывал совершить набег на особняк, но отец помешал ему. Пока мы говорили о том, что меня рано или поздно поймают, Дилан Берон присылает сообщение, в котором говорится, что я должен приехать немедленно. Баран немедленно покидает кабинет, и когда он внезапно встречает Хасана, Хасан поворачивается и уходит. Когда Хасан выходит, он говорит, «Давай, чувак, мы не можем поместиться в собственном доме, нам нужно что-то сделать». Он звонит Джавахиру и говорит ему, что принимает предложение, если оно еще в силе. Когда Берон приходит к Дилану и спрашивает, что случилось с тобой, все в порядке. Дилан отвечает, «Я не в порядке, Берон». Берон паникует и задает вопросы один за другим, недоумевая, что происходит что-то не так с ребенком. Когда Дилан говорит, «Я не могу выбрать наряд, ты можешь мне помочь?» Берон спрашивает, «Тебе нравится меня пугать?» Дилан говорит, «Извини, я не хотел тебя напугать, но ты можешь помочь мне выбрать». Берон пытается помочь, но чтобы он не показывал, Дилану это не нравится. Когда он говорит, что мы пойдем за покупками после фильма, Дилан говорит, «Нет, у меня много одежды, первая, которую ты выбрал, была хорошей». Когда Дилан говорит, «Я знаю, ты считаешь меня нарушителем спокойствия», объясняет Берон, «У меня очень красивая жена, я думал о том, как я буду справляться с этой красавицей до конца своей жизни». Ясмин говорит Ясмин, когда Харун устанавливает меню и Харун собирается уйти, «Ты извинилась за то, что солгала мне, на самом деле я должна была извиниться, я заставила тебя солгать, не прощая тебя». Когда Ясмин спрашивает, «Ты меня простил?», Харун отвечает, «Конечно, я уже опоздал». Джихан говорит Барану, что он очень удивлен тем, что они с Фератом братья. Он рассказывает историю о том времени, когда он говорил с Фератом о своем одиночестве, когда он был маленьким, и рассказал, как грустно было Ферату. Ему хотелось бы, чтобы он уделил ему немного больше времени.
Баран говорит, что отныне мы, три брата, будем плечом к плечу и никогда не разлучимся. Барану звонит человек Джавахира, и он поспешно уходит. Джихан кричит ему вслед: «Брат, что будет с моей тетей?», но баран его не слышит. Когда они встречаются лицом к лицу с госпожой Ферат Азади, она говорит Гулю: «Иди внутрь, Гуль». Когда госпожа Азади спрашивает: «Как дела, сынок?», Ферат отвечает: «Я в порядке, слава Богу». Госпожа Азади спрашивает: «Можете ли вы меня простить?». Когда Ферат спрашивает, что мне следует простить: «Я поверила тебе, потому что ты заставил меня пройти через это, я думала, что ты меня очень любишь», госпожа Азади говорит: «Я любила тебя, я до сих пор очень тебя люблю». Ферат: «Ты мне не понравился. Человек не притесняет так сильно того, кого любит, он злится, потому что это твоя любовь». Когда госпожа Азади говорит, что испытывает сильное раскаяние, Ферат не болел уже много лет, он болит сейчас. «Я всегда думал, что я плохой, но на самом деле это были вы плохие, вы двое пытались выставить меня такой ты сам, но не получилось, мы победили, добро победило», и, уходя, госпожа Азади плачет за спиной, говоря: «Стой, извини, прости меня». Дилан готовится, но не может найти Барана. Госпожа Сабиха сообщает Дилану, что вам звонили по поводу вашего незавершенного проекта и снова приглашают вас за границу. Когда Дилан говорит, что я не могу пойти таким путем, госпожа Сабиха говорит: «Это прекрасная возможность. Если вы позволите мне, я пойду как представитель проекта. Я хочу снова встать на ноги. Я не хочу так жить, глядя на руки зятя». Хотя Дилан не хочет, чтобы Сабиха уходила, она думает, что так будет счастливо, и соглашается. Хасан слышит эти разговоры и уходит, говорит: «Султан моего сердца, он не исчезнет, я не могу этого допустить». Баран встречается с мужчиной и узнает, что Надир-бей предотвратил набег Джавахира. Когда Харун находит в ресторане браслет, упавший с руки Ясмин, он заново переживает этот момент, и ему становится грустно. Джевдет говорит Харуну, что жизнь коротка, все может случиться в любой момент, и если ты не хочешь иметь еще большее сожаление завтра, пойди и поговори как можно скорее. Харун говорит: «Позволь мне пойти и поговорить с ним, но что если он снова меня отвергнет, тогда я не смогу жить, я потеряю веру в любовь, пусть он бросит мне мужчину, я все равно побегу к нему». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.